Сосок, главное, там аккуратно. Сейчас зажмешь. Руки. Так. Что мне перевозбудиться? Давай, говори. Раз. Привет, меня зовут Леонид Кинзбургский, я играю в группе Луна, и мы сегодня в Drum Talk. Все началось с того, что в 9 классе мы в школе соорудили свою банду, захотели играть панк-рок, и я в ней пел. Вот, я очень хотел быть именно фронтменом, я не хотел быть барабанщиком поначалу. Мне нравилось быть в центре внимания, мне нравилось быть с микрофоном. Я считал, что у меня очень клевый голос на тот момент. А потом, у всех пацанов там в 13-14 лет ломается голос, связки садятся. Вот, и мне педагог по вокалу сказал, что тебе пару лет петь нельзя. То есть надо помолчать, там, похрипеть, чтобы, там, голос как-то, я не знаю, как этот процесс называется, связки должны там что-то окрепнуть, в общем. Мне ребята говорят, у нас там проблемы постоянно с барабанщиками, давай ты будешь играть, типа. Я говорю, давайте. Я пошел в музыкальную школу учиться. И что-то так пошло-поехало, мне понравилось. Я говорю, давайте я так и буду, типа, играть на барабанах, а вокалиста там найдем. Вот так потихонечку я начал. А что касается, кто меня вдохновлял, поначалу, естественно, это был там Трэвис Баркер, я очень любил панк-рок, моя любимая группа это Blink-182, вот, собственно, до сих пор является моим, наверное, любимым барабанщиком, вот. Трэвис Баркер, сейчас этот список уже намного шире, чем раньше, это были только, артисты, музыканты каких-то известных групп, то есть сейчас я уже там увлекаюсь всякими черными ребятами, там, Тони Ройстер мне нравится, Томас Приджен, Дэйв Иллич, Илон Рубин мне очень нравится, как играет, Дэйв Гролл, Чет Смит, Джон Бонем, Бадди Рич, вот, такой список. Нет, Джон Бонем просто очень крутой музыкант, он не то чтобы крутой барабанщик. Вот почему Риhanna крутая певица, например. Потому что с первой ноты ты понимаешь, кто поет. Вот в ресторане, когда люди поют просто божественно круто, ты в жизни не узнаешь, даже 10-го раза этого человека ты не узнаешь никогда. Потому что нет тембра, нет индивидуальности. Вот Джон Бонем это то же самое, это человек с уникальной манерой игры, с уникальной подачей, с уникальным мышлением. Вот. Именно это делает его как бы гениальным чуваком. И даже до сих пор, когда уже столько крутых черных пацанов, которые играют намного техничнее его, появилось в барабанном пространстве, все равно по-прежнему все снимают Джона Бонема, все играют кавера на Джона Бонема, и все хотят звучать как Джон Бонем, потому что у него есть свой звук. А у всех этих черных парней своего звука нет. Конечно, я вообще работаю с 14 лет. Вот, я стикеры сначала расклеивал, афиши на концерты, потом я работал на складе, потом я работал в Евросети. Последняя моя работа была Евросеть должна занести нам. Да. А последняя моя работа была уже тогда, когда мы с группой Луна уже даже активно турили, были достаточно известны. Я по-прежнему работал, я продавал торговое оборудование. Вот, сканеры, штрих-коды, там, все вот эти дела. Вот, я ушел с работы только когда мы записали первый альбом. Тогда я понял, что уже надо заниматься музыкой. Вот. Я параллельно учился в 2 институтах, в Академии туризма и в эстрадно-джазовом. И тоже, когда мы начали ездить в туры, мне пришлось из институтов тоже уйти, потому что времени уже не было. Вот, и, собственно, я не окончил 2 института и бросил работу.
сейчас мы работаем по такой схеме. Сейчас же эпоха ритма, да, сейчас в музыке. Я говорю, ребят, давайте попробуем сочинять от бита. Вот, то есть я приношу какие-то ритмы свои, записываю свои идеи, компоную их. То есть я сразу в голове прорабатываю, ага, вот это будет куплет, вот это припев, а вот здесь серединка. То есть я записываю это все, выстраиваю некую структуру, сразу, чтобы ребятам было понятно, да, и присылаю гитаристам свои биты. И они на них уже придумывают музыку. Вот сейчас мы работаем так. Раньше мы работали следующим образом. Ребята приносили гитарные рифы, тоже, собственно, у них все было скомпоновано. То есть они мне говорят, вот это будет куплетом, вот это припевом, вот это будет рифаком. Вот. И я, исходя из этого, придумал уже барабанные партии, чтобы максимально подчеркнуть их идею. То есть не чтобы перетянуть одеяло на себя, да. То есть у меня задача какая всегда? Я работаю в коллективе, и моя задача подчеркнуть идею композитора, да. Соответственно, потом, когда придумывается вокал, только после этого я придумываю брейки. Чтобы ни в коем случае не получилось так, что вокалисту негде было петь. Чтобы никогда не пересекался вокал, какие-то слова важные, да, с вот этим мешком картошки, который выпадает из грузовика. Потом начинается, знаешь, там на студии часто, вот мой брейк не слышно за словами, там, или что-то, мои слова не слышно за брейком. Вот это очень важно учитывать. И я всегда делаю брейки в моментах, когда вокалистка не поет. Вот. Или где она поет какие-то растянутые вещи, да, где это возможно. Техника для меня это просто способ выразить свои музыкальные идеи. Если у меня есть музыкальная идея, но я не могу ее технически воплотить, значит, вот мой вектор движения. То есть, если я хочу, например, грубо говоря, сыграть вот такой-то быстрый брейк, но он у меня не получается, значит, я иду, нахожу какое-то упражнение, которое помогает мне добиться результата, и я им занимаюсь. Или, например, я чувствую, что у меня хромое время, то есть я как хромая лошадь. Да? А в песне нужно четко держать бит, то есть она держится на этом бите. Соответственно, я обращаюсь либо к какому-нибудь преподавателю, либо нахожу в интернете какую-то информацию, как улучшить время. Я занимаюсь вот этим. То есть для меня техника – это исключительно способ реализации своих каких-то творческих идей. Мы с Леней с 2014 года. Первые пару-тройку лет мы работали в основном над исключительно техническими проблемами баланса. В данный момент мы также продолжаем работать над техникой, но сейчас мы занимаемся некой чисткой стиля, потому что Леню увлекают многие современные тенденции часто, и от них приходится избавляться ради чистоты его стиля. Вот, как-то так. Пока ты молодой, скорость – это вообще главный критерий, да, то есть много, быстро играть – это самое главное, вот. Но сейчас, опять же, повторюсь, для меня это тоже один из способов просто реализации. Если песня требует каких-то скоростных моментов, я над этим работаю, вот, но лично своей какой-то фишкой, что ли, я считаю, это, естественно, не скорость. Я больше всего работаю над грувом, над временем и над своим звуком. Вот. То есть как-то 3 составляющие для меня вот эти основные. Такого нет на самом деле, то есть, что я иду и в звуках слышу какие-то ритмы, какую-то музыку. Я просто настолько много времени уделяю самому инструменту, что когда я выхожу уже с базы, то мне наоборот хочется абстрагироваться как-то от всего этого. Потому что когда ты очень много играешь, то пресыщаешься этими звуками. И я себя прям иногда заставляю даже не слушать музыку, да, или слушать кардинально другую музыку, классическую, например.
нравятся рок-барабанщики своим темпераментом больше. И, наверное, никого, кроме Бадди Ричи, не котирую больше из мира джаза. И особо не слушаю, мне это неинтересно. Бадди Ричи мне нравится как раз тем, что он, да, действительно зверь, темпераментный. То есть такой рокер в джазе. Вот это круто. Вот. Мне нравятся барабанщики с хорошей подачей, с большой амплитудой, с громким звуком, с каким-то ярким лайфстайлом помимо барабанов. То есть мне нравится Томми Ли, Трэвис Баркер тем, что они еще клевые личности. То есть чтобы я вдохновился, например, да, какой-то музыкальной фигурой, недостаточно, чтобы человек был просто хорошим барабанщиком. Например, Тони Ройстер очень классный барабанщик, но он меня не вдохновляет в целом. То есть я просто смотрю, да, круто, то есть могу что-то там подчеркнуть. А вот Трэвис Баркер меня вдохновляет, потому что это барабанщик, он интересная фигура, у него есть классное чувство стиля, он круто живет. То есть он меня в целом вдохновляет как личность, не только в плане драминга, но при этом он как барабанщик просто шикарный. То есть у него абсолютно уникальный стиль игры, свой звук. Вот он весь мир заставил ставить барабаны перпендикулярно. То есть я помню только, когда вот Blink-182 были на пике, просто все барабанщики начали ставить рэк-том вот так вот. До этого же никто так не ставил, да, не было вот этой вот массовой, как сказать, пульсации, чтобы вот так делать. Тренда. Да, массового тренда, да, не было. Вот. Михаил Кавалера тоже стал ставить вот так. Да вообще почти все ставили. Ну, то есть вот я тогда играл на всяких эмо-фестах, тогда я в эмо-группах играл альтернативных, и вся молодежь ставила барабаны вот так. Ну, то есть человек реально максимально повлиял на какие-то процессы в барабанном мире. Харизма, да? Харизма, все, чувство стиля, вкус, опять же, успех. То есть человек как бы показал, что можно быть барабанщиком, при этом, ну, миллионером, да, хорошим бизнесменом, медийной фигурой, опять же, фронтменом в своей группе, да, то есть он барабанщик, но он при этом еще и фронтмен. Да, кроме него, ну, остальных двоих никто не знает. Ну, как бы знают всех, естественно, Я лично не знаю. но он основная фигура в группе, то есть это круто. Ну, в моем случае меня, наверное, заставляет заниматься именно конкуренция. Вот в России в барабанном мире действительно есть конкуренция, очень много крутых барабанщиков. Мы с группой выступаем часто и на каких-то больших фестивалях, где играют не самые последние группы, и, соответственно, там барабанщики не самые последние. И мне очень не хочется выходить в качестве хедлайнера, будучи каким-то слабым музыкантом, да, поэтому я очень много работаю. Я считаю, что есть некая ответственность, если ты играешь в крутой группе, во всяком случае, да, в статусной, в популярной, то твоя задача не пасть в грязь лицом, ты должен тоже соответствовать, должен быть очень хорошим музыкантом, технически подкованным, ярким, вот. И то есть я считаю, что моя задача это всегда развиваться, не отставать от статуса группы, лучше опережать даже, лучше вот так, то есть задача даже быть круче, и играть на опережение, вот. Для меня это очень важно, то есть, например, очень многие группы, будучи в статусе, имеют очень слабых музыкантов в своем арсенале. Ну, Ларс Ульрих, я бы не сказал, что он слабый музыкант. Конечно, говорят, что он стал хуже играть. ну, технически, конечно, он неровный там, и так далее, но он лидер коллектива, то есть он выполняет другие задачи. Он занимается бизнесом в группе, продвижением, какими-то стратегическими вопросами, да, там, он как аранжировщик принимает не последнее участие, да. А я больше говорю про те ситуации, когда барабанщик в группе просто барабанщик, и при этом он достаточно слабый. То есть я считаю, что это не круто. Я считаю, что в этом случае человек должен работать. Вот. Но, к сожалению, я очень часто вижу, и особенно в России, что когда группа добивается успеха, музыканты расслабляются. А в Америке, кого не возьми, там реально конкуренция, поэтому там очень высокий уровень профессионализма. Вот я считаю, что конкуренция – это главный двигатель прогресса. Поэтому у нас очень крутые барабанщики. Хочу сказать несколько слов о нашем барабанщике Лене. Вот, Леня отличный музыкант, классный парень.
Я счастлив, что он играет в нашей группе, у него куча амбиций, он развивается, занимается, и если он будет продолжать в том же духе, я думаю, что у него будет все хорошо, и я желаю ему не терять бодрость духа, целеустремленности и силы на то, что он делает. Леня молодец. Самое главное — это быть просто хорошим парнем, вот, адекватным, вот, понимать, что ты находишься в коллективе, в социуме, что ты не один, понимать свои задачи, что ты, в моем случае, ты 1/5 коллектива, вот, не тянуть одеяло на себя или, наоборот, не выпадать из творческого процесса, тоже очень важно. Многие просто, знаешь, после репетиции закрывают дверь, и после того, как они закрывают дверь, они перестают быть участником коллектива просто до следующей репетиции. Это тоже неправильно. То есть первый творческий процесс, максимальное участие принимать и в социуме. То есть когда вы на гастролях, тоже вести себя максимально адекватно, ни с кем не ссориться, ну, без необходимости, соответственно. Да. Ну, как бы уметь поддерживать хорошие человеческие отношения. Ну, это как в семье, да. То есть очень важно находить компромиссы, вот. Ну, быть адекватным, нормальным человеком вообще. Ну, к звуку у меня максимально щепетильное отношение. Вот, то есть в свое время я брал уроки у Сережи Прокофьева из Тараканов. Он мне очень поднатаскал в плане настройки барабанов. В плане звукоизвлечения я некоторое время назад брал уроки у Дэйва Ильича в Лос-Анджелесе, у Троя Райта, австралийский барабанщик такой. То есть эти ребята мне очень помогли. У Дениса Попова, тоже наш барабанщик, очень крутой. То есть я этому вопросу уделяю максимальное количество времени. Я считаю, что это такая первоочередная задача барабанщика – это хорошо звучать. То есть у тебя должно быть стабильное время, хороший звук. Вот когда ты эти две первоочередные задачи решаешь, можно заниматься уже дальше какими-то техническими аспектами. Но без этого дальше ехать не получится. Вот поэтому, то есть тут я прям серьезно заморачиваюсь. То есть на студии, на саундчеке я приезжаю за час до саундчека, отстраиваю установку. Вот. То есть на альбомах у нас звучат барабаны не сэмплированные. То есть мы всегда с звукоинженером, который сводит нам последние 2 альбома, то есть Леша Кузнецов, всегда прорабатываем этот вопрос. То есть сначала слушаем, как звучат гитары. Исходя из этого, по частотам как-то находим приемлемый саунд для барабанов, едем на студию, вместе нащупываем звук, все это отстраиваем, вот, чтобы все это в миксе звучало там плотно, жирно и сидело в правильном частотном диапазоне. Собственно, да, я, в общем, уделяю этому вопросу много внимания. Не, ну современные технологии это здорово, но большинство групп это, конечно, убило, наверное. Это убивает индивидуальность. Все группы звучат сейчас одинаково. Уже не важно, кто играл на барабанах в студии, кто играл на гитаре, даже кто пел. То есть сейчас все голоса обрабатываются одинаково. Барабаны все триггируются одинаковыми звуками. Собственно, поэтому я с этим и борюсь. Я считаю, что индивидуальность это очень важно. То есть звук группы складывается из нескольких индивидуальностей. Вот у барабанщика такой звук, у гитариста вот такой, у вокалиста вот такой тембр. Это все вместе рождает нечто уникальное. Вот. Если каждого начать там эквализировать по сейчас мировым канонам, то мы получим просто
25 тысяч групп, которые звучат как Bullet for My Valentine, то есть одинаково. Вот. И, в общем, сейчас вот так все и происходит. Сейчас так все и происходит, да. Но опять же говорю, мы, например, в своей банде сейчас с этим боремся. Есть группы типа Foo Fighters, которые придерживаются, например, старой школы. Они все круто делают. И вот, например, я был сейчас на фестивале Rock im Park, где играли все эти современные группы и так далее, там, у которых триггеры на бочке и так далее. А в конце вышли Foo Fighters, у которых нет триггеров на бочке. У них бочка звучала круче. Ну, потому что там звукорежиссер понимает, у него там руки не из жопы и уши, там, не из задницы. Вот. И хороший музыкант играет на барабанах, у которого хороший звук. Вот. То есть сочетание профессионализма, эстетического вкуса все-таки, мне кажется, важнее, чем вот эта библиотека сэмплов и супер кнопки, там, вот эти, которые волшебные кнопки, которые делают там из пионеров профессионалов. То есть, Улучшайзеры. да, улучшайзеры. То, над чем ты работал все то время, пока ты был в Москве, отражается в турах. То есть, я, например, мы там полгода в Москве сочиняем новую музыку, репетируем. Между этим я занимаюсь очень много. И в турах всегда видны результаты твоей работы. Вот, например, сейчас я играю на барабанах уже порядка 13 лет. И только что произошел первый тур, на котором у меня ни единой мозоли и ни разу не забились руки. У меня всегда раньше была проблема, что сколько бы я ни разминался, у меня всегда на первых 5 песнях были забитые руки деревянные. Вот, я не знаю, что это. Это то ли от недостатка техники, то ли это какие-то психологические барьеры были. Но фишка в том, что вот только сейчас, когда прошло уже 13 лет, я решил этот вопрос. Вот. Как ты его решил? Я не знаю, как я его решил. Ну, ты там успокаиваешься или что? Я просто, постоянно какие-то там новые вещи подсматриваю, работаю над собой. Вот сейчас там сменил замок в руках. То есть у меня была задача избавиться от мозолей. Я начал там развивать немножко другой замок. На Илона Рубина посмотрел урок. Смотрю, вот он держит палки как-то по-другому, интересно. Так, попробую я тоже так, ого. И начало получаться. Я начал как-то работать вот под таким вектором. И мне так даже удобнее стало. Вот, я говорю, я поехал в тур, и все. Пальцы вверх, да? Да, когда... Немецкий, да, называется? Не, он не немецкий. Он у него американский, но он как-то его держит... Кажется, со стороны как будто зажато. То есть там нет вот этой техники Мюллера. Там такая достаточно, рычажная игра. То есть он как будто одним рычагом играет. Со стороны это может быть кажется какой-то такой, не знаю, немножко деревянный подход. Вот в моем случае это дало результат, что я наоборот лучше расслабился. А для кого-то там расслабление — это техника Мюллера. То есть вот этот вот хлыстовой замах, да, то есть там все такое расслабленное, плавное. В моем случае это не работает. В моем случае у меня наоборот все там начинает. В плане зажатия рук, может быть, это правильно, но люди в первую очередь чувствуют твою энергетику. То есть им все равно, зажаты у тебя руки. Или, может быть, ты где-то ошибся. Для них вот важно, я заметил, вот это вот, когда от группы прет вот эта бешеная энергия. Вот ты должен выходить, и у тебя нет права на первой песне разыгрываться, там что-то жалеть себя. Ты должен от первой до последней песни играть просто на полную мощность. Вот я так считаю. Слушай, я в этом море вообще не плаваю, не могу комментировать. Это к уважению относишься или как вообще? Да, я вот уже говорил сейчас ранее, что я у Роя Райта брал урок. Вот как раз это был урок по полиритму и звукоизвлечению. Он мне показывал всякие смещения, там типа 3/4, там и 5/4. Я как бы для себя это принял, где-то отложил, думаю, потом позанимаюсь. Уже прошло 2 года, я ни разу... Нет, это классно, сейчас вот Мэтт Гарска очень популярный, да, все любят вот это Animals as Leaders, снимать вот эти все сложные вещи. Просто это не моя тема, мне кажется. То есть, конечно, это все здорово, сложно, и у многих это звучит очень музыкально. Возможно, я когда-нибудь доберусь до этого и окунусь в этот мир, который пока для меня нечто такое загадочное.
Ну, из известных групп я ездил на гастроли с группой «Трактор Боулинг». Последний юбилейный тур. У них барабанщик не смог. Да, я вместо Степы поехал. И я ездил с группой «Тараканы» однажды в тур, когда Сережа Прокофьев не смог. А так, ну, я особо не занимаюсь сессионной работой. То есть меня иногда приглашают. Иногда я соглашаюсь, иногда я отказываюсь. То есть, ну, времени у меня просто немного. У нас очень серьезный график с группой. Вот. Ну и для меня это всегда стресс. То есть я привык играть то, что я сам придумал. Вот. То есть я всегда очень долго готовлюсь даже к тем концертам, ну, своей группы. Вот. То есть я люблю прорабатывать каждую деталь. То есть даже если это какая-то простая вещь, на первый взгляд, я над ней все равно много работаю, и я чувствую нюансы. Я работаю над нюансами. То есть не только над аппликатурным. То есть люди, знаешь, часто смотрят, а что там в луне играть, там нефиг, там тум-пам, ту-тупам. Но это как бы такой подход поверхностный, да, то есть на самом деле очень много нюансов, я над ними работаю, вот. Да, поэтому, когда меня просят заменить, если я чувствую, что за этот короткий срок я не смогу подготовиться достаточно хорошо, да, чтобы я чувствовал себя уверенно, я отказываюсь. Да, я, наверное, если честно сказать, погряз в своей зоне комфорта. Я, конечно, много занимаюсь, но я все равно занимаюсь там на своих барабанах, да, в своей комнате, играю в своей группе, где я там могу под себя что-то подстраивать, как мне удобно, да, там у нас всегда свой звукорежиссер, то есть я в комфорте, по сути, нахожусь. Да, совершенно верно, надо себя иногда выбивать у себя почву из-под ног, чтобы у тебя мозг работал в экстремальном режиме. Вот. Но я периодически это делаю. Недостаточно часто, как нужно, но периодически я соглашаюсь на какие-то проекты, которые мне, по сути, не нужны, да, но я соглашаюсь только ради того, чтобы бросить себе какой-то вызов. Вот. Только ради этого. Ну, наверное, первый, который приходит в голову, When the Levy Breaks, Джон Бонем, Led Zeppelin. Далее, мне очень нравится мышление Зака Фэрроу из Paramore. Его партии очень классные. Ну и Дэйв Гролл, конечно. Дэйв Гролл, Трэвис Баркер. У Трэвиса Баркера вообще кладезь там ритмов классных. Вот. А ты заимствуешь какие-то брейки чужих барабанщиков? Ну, конечно, конечно. Но в барабанном мире считается не зашкваром, да, как бы использовать чужие ритмы. Просто все равно они у тебя звучат под собственным соусом. Даже если ты, грубо говоря, заимствуешь полностью в ноль чей-то грув, играешь его под другой риф, под другую песню, все равно он в итоге звучит совершенно по-другому. И никто даже не замечает. Во-первых, никогда не надо драться, если ты барабанщик. Вот у меня сейчас воспаление сустава. Я вот год назад подрался очень сильно. Не долечил травму, а потом вот недавно я на отдыхе на эту руку упал. Вот, у меня эта травма воспалилась очень сильно, и теперь она не лечится. Собственно, теперь я вот колю гормоны, там, ну, в общем, этот палец, ну, является одним из основных в замке, ну, у меня, во всяком случае. И без него вообще ничего не получится. Поэтому в первую очередь беречь свое здоровье за пределами барабанов, то есть, ну, экстремальные виды спорта, там, драки какие-то, по возможности надо, конечно, избегать. Вот. Ну, а
за барабанной установкой, ну, самое главное это расслабляться. Если ты напряженный, значит уже что-то не так. Вот, то есть нету какой-то идеальной технической формулы. У всех людей индивидуальная анатомия, да. Вот, надо нащупать какую-то свой замок, свою постановку рук, да. Опять же, свою посадку. Кто-то низко сидит, кто-то высоко, да. Кто-то замахивается на тарелке, это нагрузка на спину, кто-то не замахивается. Вот. Просто надо, чтобы ты был в расслабленном состоянии за установкой. Вот это самое главное, я считаю. Ну, я играю на гитаре, но дворово очень. То есть я понимаю специфику каждого инструмента в коллективе. То есть я понимаю, как они сочиняют, да, как все это играется. Я понимаю, в каком частотном диапазоне кто работает. То есть у меня скорее такое не композиторское мышление, да, и подкованность, а подкованность аранжировщика в целом. То есть, потому что я мыслю не только барабаны, я мыслю песни в целом. Поэтому у нас коллективная работа, у нас все коллективы, в принципе, так мыслят. У нас такая работа общая. То есть у нас нет такого, что ты барабанщик, ты просто барабанщик, ты гитарист, ты просто гитарист. Мы все участвуем в процессах. Я ребятам советую, как здесь сыграть тот или иной риф, да, ритмически поменять сетку, да, как-то, или, может, гармонически. Точно так же они иногда какие-то идеи мне подкидывают. То есть это нормально. Нормально, когда у тебя есть просто, ну, такая некая, не знаю, музыкальность. То есть в нашем случае, вот я убежден, что есть некие врожденные вещи, есть вещи приобретенные. Вот, например, технику можно развить, а музыкальность это то, что тебе либо есть, либо нет. Вот это как, типа, не знаю, как человек, который пишет стихи. Мне кажется, невозможно научиться писать круто стихи, невозможно научиться рисовать шедевры, да. То есть технически ты можешь научиться рисовать картину, но нарисовать шедевр – это то, что только в тебе должно быть. Вот то же самое музыкальность, вот талант, вот это должно быть и заложено. Вот, а как ты его уже разовьешь, это уже другой вопрос. На самом деле все очень просто. Если говорить про название, то у нас в группе ходит некий прикол, мы сами придумываем всякие звуки и слова. Ну, мы типа как животные себя ведем иногда на гастролях. То есть мы под конец тура, когда там уже 30 городов позади, общаемся уже не на русском языке, а на животном. И рождаются всякие интересные звуки. Вот звук «ошк», он родился в результате того, когда ты видишь какого-нибудь клевого кота, и ты хочешь там его потискать просто. Вот мы придумали этот звук. Вот. И когда мы с моим другом Ильей Бентоном как-то там пили сидорок у него дома, у него была идея сделать майки. И у меня давно была идея сделать майки. Ну, футболки. Лёнь, животное, ты очень классный друг, топовый барабанщик. Даже Тейлор Хоукинс в курсе, что ты круто играешь, короче, там всякие эти аримадидлы, парадидлы, в общем, всю эту все круто, короче, должно быть. Развивайся, не потухай. И он придумал какое-то название там из 30 слов. Я говорю, чувак, не, ну как бы такое название, это не. Во-первых, его сложно запомнить, и оно не оригинальное. Я говорю, вот есть оригинальное название. И он такой, да, «Ошк» это круто. И все, и мы такие, что-то за один вечер. Но это просто в прикол был, как бы не было никакой серьезной задачи сделать какой-то бренд, там, бизнес. Это просто по фану. Вот. И вторая причина, то есть я люблю одежду оверсайз, например, то есть длинные футболки. На тот момент, когда мы все это придумывали,
не было еще вот этого массового засилия длинных футболок в H&M, и мне было очень сложно найти, я покупал все время там XXL, всякие-то футболки, то есть я думаю, почему бы не сшить так, как я люблю носить, ну, для себя, прежде всего, да, по моему эстетическому вкусу, вот, и все, и мы так договорились сделать оверсайз футболки, потом сделали шапки еще. Не, ну, это было больше по фану. Мы прочекали, как это все делается, да, там, это полностью по своим лекалам было сделано. То есть мы не то, что, знаешь, как многие заказали болванок и принт на них шлепнули, да, давай продавать. Мы действительно, мы сделали свои лекала, сшили как нам надо. У нас есть даже точка сбыта, свои там инстаграм аккаунт, свой сайт сделали. То есть все очень серьезно. Шьете в России? Да, шьем в России. Свое производство? У нас не свое производство, мы делаем на производстве, но по своим лекалам. То есть выбрали ткань. Вот. Ну, просто идеи закончились. То есть тогда был как бы такой эйфория, вот давай так. А сейчас как бы немножко притормозили, потому что немножко вот этот творческий подъем немножко вот этот остудился. Ну, сейчас будет новые какие-то идеи, будем еще что-нибудь сделаем. Но у меня есть некое мнение по этому поводу. Попробую сформулировать его как-то кратко. Ну, во-первых, просто рок-н-ролл, ну, лично для меня, как я воспринимаю, это не просто стиль музыки, да, это некий лайфстайл, да, это образ жизни. Вот если мы говорим сейчас про Россию, то в России рок, он просто постарел. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть нету яркости, нет вот этих больше красивых, плохих парней, чьи плакаты девочки в 16 лет хотят повесить себе на стену. То есть рок-н-ролл это не только музыка, это в целом восприятие, это целый мир, некая субкультура, да, которой люди следуют. В России рокеры сами ее, как так сказать, вот. И ее подхватили более смышленные ребята, которые сейчас в рэпе. То есть это ребята, которые не стремаются нанести себе татуировки на лицо, не стремаются петь о том, о чем нельзя петь, да, о чем стремаются, там, о наркотиках, о сексе, об алкоголе, там. То есть я не говорю, что это хорошо, но это некий протест, да, такой против родителей. Это то, что раньше было в роке. То есть они взяли то, что рокеры сами потеряли, добавили к себе, плюс ко всему, там, многие рэперы берут себе живых музыкантов в ансамбль, то есть они вживую звучат достаточно энергично и круто. Вот. Собственно, что я думаю будет дальше? Я думаю, следующий этап, это рок вернется, только это появятся уже нормальные молодые парни, красивые, то есть не старые деды, как Шевчук и Пикник, там все вот эти, Чаев, там, которые никому не интересны уже, да, которым уже давно пора на пенсию. А появятся нормальные молодые пацаны, энергичные, которые просто разносят все которых хотят девочки, да, и чьи родители этих девочек никогда в жизни не отпустят на концерт этих ребят. Вот тогда рок будет снова крутым. Что сейчас, с рэпом, да? Да. Но рэп просто там проблема в чем? Не, в рэпе какая проблема? Они почему так быстро сдуваются обратно? То есть у них есть вот эта эстетика рок-н-ролла, которая как бы форма. Они, кстати, говорят, я рок-звезда. Да, у них есть форма классная, то есть, а содержания в них нет музыки. То есть они никто не музыканты. Они ловят какое-то там, как сейчас вот слово 21 века, хайп. Вот. А следующий этап, я говорю, появятся именно музыканты, талантливые, крутые люди с гитарами, круто играющие на барабанах, круто поющие люди, но которые при этом еще и лайфстайл несут. Вот это вот. Ты относишь себя к этим людям? Ну, я не знаю. Шевчуку больше? Не, ну я точно не Шевчук, но я, наверное, не супер какой-то яркий персонаж, да, который готов там создать какую-то музыкальную революцию. Мне все-таки там почти 30 лет. Я уже, если у меня и была возможность, то я ее уже упустил, да, скажем так. Вот. Все-таки будучи за ребятами, которым, я думаю, лет по 18, по 20. Следующая Нирвана должна произойти.
моем кругу общения популяризация тату была всегда. Я первую татуировку сделал в 16 лет у своего друга дома, за которым меня выгнали из дома. Вот, собственно, отношение у меня какое? Ну, я просто так себя вижу. Я в лет 15 уже ходил с проколотыми ушами. В 16 я начал делать татуировки. Вот я считаю, если человек себя так видит, он хочет себя таким видеть, то почему нет? Вот, и все эти аргументы родителей и друзей, которые там тебя на работу не возьмут, вот я считаю так, что типа ты сам строишь мир вокруг себя. Нельзя людей воспитывать по принципам, что надо вот так, ты должен идти получать образование, потому что вот эта профессия приносит деньги, а вот это не приносит деньги. То есть мягкая философия жизни вот такая. То есть даже если ты сантехник, вот в детстве же нас всех учили, вот будешь плохо учиться, будешь там трубы чинить, да. На самом деле это неправильно. Правильно вот как. Даже если ты сантехник, ты 3 года поработал сантехником, понял, где как что, где подешевле продается, подороже, там подешевле покупается, подороже продается. Через 3 года ты открыл свою фирму, нанял молодых ребят, у тебя уже бизнес, потом у тебя там франшизы туда-сюда, и ты становишься бизнесменом уже, по сути, да. Вот, то есть ты успешный сантехник. Вот это правильно. Соответственно, то же самое, и если ты хочешь делать татуировки, ты себя так видишь, тебя это все равно потом в итоге приведет к какому-то успеху в жизни, там, потому что ты сам себя так видишь, ты сам строишь, то есть мир вокруг себя. Вот. То есть, конечно, нельзя делать татуировки, потому что ты увидел там, там фейс, там, это круто, да, вот я пойду тоже себе сделаю. Это неправильно. Вот. Но если ты уже более-менее зрелый человек, я, например, в 16 лет уже достаточно осознанный был человек. Вот. И я понимал четко, что я хочу выглядеть так, и я хочу заниматься музлом. Все. Меня больше ничего не интересовало. Вот у меня есть вектор, я к нему иду. Да нет, трендам вообще следовать не стоит. Это и в барабанном мире я объясняю постоянно, когда меня спрашивают. То есть там, знаешь, я постоянно вижу, когда там мода на госпелы, все сидят этими госпелами занимаются. До этого бластбитами все сидели, занимались. Тоже важно нащупать свой вектор движения. Это касается вообще во всем. И в музыке то же самое. Например, сам видишь сейчас, что происходит, как быстро один стиль поглощает другой. Даже в хип-хопе, то клауд рэп, то вот сейчас там LJ, это вообще там даже уже, наверное, не рэп, да, то есть под прямую бочку человек читает. То есть раньше вообще представить такое нельзя было. Попробуй там 5 лет назад, подойди к рэперу и скажи, зачитай под прямую бочку, он скажет, что это за это как так, это вообще не рэп. Вот. То есть постоянно все меняется, поэтому очень важно нащупать просто какое-то свое движение, свой стиль, свою индивидуальность держать, вот. Но, естественно, все должно быть со вкусом просто. У тебя должен быть вкус, эстетическое какое-то вот восприятие мира правильное. Вот, ты должен быть ярким персонажем. Вот, тогда все получится. Я считаю так. Как сказал Макаревич, не стоит прогибаться под изменчивый мир. Блин, знаешь, что-то я решил по ретроспективу себе закачать. Sum 41, альбом Chuck, Slipknot, Iowa, Stick to Your Guns. И после Богемской рапсодии решил себе опять дискографию Queen добавить. Это просто была шутка, ни в каком фильме я не снимался. Мы просто делали фотосессию,
И получился такой кадр, и фотограф говорит, блин, смотри, это как будто прям скриншот из какого-то кино. Я говорю, да, похоже. И я решил написать пост. Ну, просто, в общем, я несерьезно отношусь к социальным сетям. Я иногда пишу там всякую чушь, просто для развлечения, знаешь. Ну, а вообще к кино как ты относишься? Есть Кино люблю очень, да. Хотел бы сняться. Я играл в театре раньше, несколько лет. Я учился в школе студии МХАТ. Вот. Но на самом деле я трезво оцениваю свои способности во всем. Они у меня во всем достаточно средние. Вот я считаю, что если в музыке еще можно средними способностями вытянуть за счет работоспособности своей, да, в барабанах, например. То есть я не супер талантливый какой-то супер-мега чувак, да, я не Майкл Джексон и так далее. Но я могу сидеть 6 часов в день и чего-то добиться. То, например, если ты актер, по моему убеждению, это на 90% то, что дано тебе природой. Вот, я это понимал, то есть есть вещи, которые нельзя наработать. Я понял, что как бы это не мое. И я ушел. Ребят, спасибо за интервью. Занимайтесь на барабанах. Расскажи так, чтобы понял даже наш оператор. Он уже понял.